Друзья, YouTube ограничил доступ к моему старому видео про женские эрогенные зоны. Поэтому, кто его не видел, или для тех, кто хочет повторно его посмотреть, я его заново загружаю, поэтому смотрим, применяем на практике. Вся правда о женских эрогенных зонах, где их искать, интересные факты и подробности. Смотрите это видео до конца. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня поговорим о женских эрогенных зонах и что нам, мужчинам, необходимо знать об этом. Кто не знает, эрогенные зоны – это участки на теле, при определенной стимуляции которых возникает сексуальное возбуждение. Как правило, в эрогенных зонах тонкая и нежная кожа или слизистая оболочка, где много нервных окончаний, нервных рецепторов, поэтому они расположены на участках тела, которые менее подвержены внешнему воздействию внешних факторов. Например, это внутренняя сторона, внутренняя поверхность бедра или слизистая оболочка влагалища. В принципе, найти их можно по всему телу. Хочу сразу отметить, что при правильном подходе, то есть создании соответствующей обстановки, правильных слов, касаний, все женское тело может превратиться в одну эрогенную зону. Особенно женщину возбуждает орган из двух букв. Знаете? Догадались? Правильно, это ум. Но не в буквальном смысле, что ум, а в смысле юмора, остроумия, комплиментов. Всем известно, что женщины любят ушами. Кстати, мочки ушей у некоторых девушек очень чувствительны. Есть, скажем так, стандартный набор эрогенных зон, стимуляция которых вызывает возбуждение, причем они бывают различные по степени восприимчивости. Одни вызывают сильное возбуждение, другие не очень. Начнем с менее чувствительных. К ним можно отнести волосы. Эффект возникает при их поглаживании, накручивании на палец, перебирании. Еще одна зона – это руки, кисти, пальцы. Здесь не все так однозначно, что на руках обращено ближе к телу, то есть вот внутренняя сторона, это более эрогенная, которая снаружи, то есть которая подвержена воздействию внешних факторов, она менее чувствительная. Эрогенные зоны средней чувствительности, и здесь также есть свои нюансы. Например, губы, особенно их контур. В некоторых случаях женщины предпочтут долгие, страстные, нежные поцелуи, нежели чем быстрый секс. Грудь. Чувствительность груди зависит от ее размеров. Так, маленькая грудь более чувствительна, нежели чем большая. Как я уже отмечал ранее в своих видео, правильное воздействие на соски и ореол у женщин, которые имеют более интенсивный смуглый оттенок ореола и соска, может привести к оргазму. Спина. Чувствительной у женщины является поясница, потом участок между лопаток и выше, так называемое кошачье место, которое переходит в шею. Эрогенные зоны наибольшей чувствительности. Ласки этих зон вызывают мощное возбуждение женщины с яркими эмоциями. Например, бедра, внутренняя их часть, промежность в области ягодиц и лобка, влагалище и точка G. Это наиболее сильнейшие эрогенные зоны. И рядом расположены это клитор, малые половые губы, требующие нежного воздействия на них. Чем бы вы ни оказывали на них воздействие, все равно для оргазма девушки предпочтительнее его оказывать половым членом во время полового акта. Если при этом вы не можете долго стимулировать в процессе полового акта и кончаете раньше вашей девушки, то обязательно переходите по ссылке под этим видео для того, чтобы узнать, как это избежать. Также к эрогенным зонам относят область вокруг груди, язык, низ живота, внутреннюю поверхность бедер, пупок, ступни, шею, талию, боковую тропу, это от подреберья к бедрам сбоку, внутренняя сторона запястья, ягодицы, место под коленом, пальцы на ногах и много других. Их нет смысла перечислять, потому что дело не в их даже знании, а в умении ими пользоваться и в нужный момент правильно нажимать на нужные кнопочки, и тогда она у вас запоет. Это я про девушку. Внимание! Эти зоны восприимчивы к щекотке, поэтому проводить по ним надо довольно плотно, а ни в коем случае не легкими касаниями. Но каждая девушка индивидуальна, у каждой женщины, девушки есть эрогенные зоны, о которых она даже сама может и не подозревать. Если вы хотите выстроить гармоничные отношения со своей возлюбленной, в том числе и в сексе, то ваша обязанность изучить ее тело, попробовать различные способы воздействия, поцелуи, поглаживание, воздействие языком, губами, дыханием, покусывание.
прикосновение кончиками пальцев, крепкие объятия, сжатия, использование подручных средств. Все зависит от вашей фантазии. Иногда это могут быть шлепки, где-то проявить жесткость. Стоит заметить, что кроме того, что у каждой девушки, женщины есть индивидуальные эрогенные зоны, они еще могут быть более или менее возбудимы от различных факторов, таких как алкоголь, обстановка, опытность и способность раскрепощаться, общая может быть усталость, расовая принадлежность, гормональный фон, уверенность в себе, толщина кожи в том или ином месте, самочувствие в момент близости, количество родов, нервная система, а также обычаев и прочее. Вот, например, про обычаи. Раньше, да и возможно сейчас, в некоторых африканских племенах был такой жестокий обычай. Девочкам делали женское обрезание. То есть купировали малые половые губы и клитор, так как считалось, что женщина не должна испытывать удовольствие во время секса. А это, как вы понимаете, самые основные эрогенные зоны. Следующий момент заключается в том, что чем правильнее вы умеете оказывать воздействие на эрогенные зоны, и чем дольше оно будет вами оказываться, тем наступит большая степень возбуждения у вашей партнерши, что приведет к тому, что она быстрее кончит во время полового акта. Но этот факт не умаляет того, что вы должны уметь совершать длительные половые акты. Если у вас пока это не получается, если у вас пока это не так, и вы в этом не профессионал, переходите по ссылке под этим видео. Все решается легко и просто. Делитесь этим видео с друзьями. Кто не поставил лайк, ставьте лайк обязательно. Ставим, подписываемся на канал. Оставайтесь на самом канале, смотрите другие мои видео, записанные для вас. Благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. До новых встреч. До свидания.